Рейк – персонаж, пользующийся в настоящее время большой популярностью. Кто-то считает его существом из потустороннего мира. Кто-то думает, что это одичавший человек, внешность которого претерпела изменения из-за образа жизни. Некоторые вовсе не верят в существование рейков и уверены в том, что легенды о них были придуманы специально. Слово «рейк» переводится с английского как «грабли». Такое прозвище получил человекообразные существа с длинными и острыми когтями, отличающиеся тощим телом. Рейк – это человек-грабли. Так его называют люди, которые интересуются всем загадочным и не до конца изученным. В марте 2003 года в окрестностях Биробиджана активисты группы «Сталкер» встретили существо, которое впоследствии назвали рейком. Исследователи не только опубликовали свои статьи, касающиеся этой темы, но и выложили видео встречи. На одной записи человек-грабли издает лишь звуки, а на второй показано более детальное общение. Его видели в заброшенных цехах завода. На самом деле, это была далеко не первая встреча с необычным существом. Первые упоминания о нем были зафиксированы в 17 веке, но ранее людям не удавалось запечатлеть встречу на камеру или фотопленку. Рейк чрезмерно худой персонаж, гуманоидного типа. Многие любители страшных историй путают его с другим популярным героем ужасов, Тонким человеком. Но на самом деле это совершенно разные персонажи. Тонкий человек тоже отличается худобой, но он носит черный похоронный костюм и может отращивать длинные когти на спине. Информация о рейках крайне скудна, и некоторые люди выдвигают версии, что кто-то специально уничтожает документы и старается скрыть факты, чтобы не пугать население, не сеять панику. В 2003 году жители Нью-Йорка активно обсуждали встречу горожан с загадочным существом. Многие издания напечатали на обложках статьи с яркими заголовками: «Рейк. Существо из космоса или человек. Нападение гуманоидов на людей». Но чуть позже весь ажиотаж вокруг этой проблемы стих, и по непонятным причинам большинство печатных и интернет-статей было уничтожено. Лесных рейков видели в парках, в отдаленных регионах лесных массивов. Они проворны, чрезмерно подвижны. Своими повадками лесные рейки чем-то напоминают шимпанзе. Специалисты, изучающие загадочных существ, отмечают, что такие криптиды не агрессивны и легко идут на контакт с человеком. Предположительно, они умеют разговаривать, но речь их не совсем понятна. Эти существа общаются жестами и часто что-то выкрикивают. Они не опасны и бояться их не стоит. Рейки канализационные обитают в канализационных люках. Их кожа имеет более серый и тусклый оттенок. Морда у этих существ удлиненная, носа почти нет, но зачастую у них есть длинный и тонкий хвост. Передвигаются они на четвереньках, опираясь при этом на передние лапы. Этим они чем-то напоминают горилл. Их также сравнивают с другими загадочными существами, которые приписывают склонность к поеданию мертвых. Несмотря на то, что факт нападения канализационных рейков на людей отсутствует, специалисты считают, что персонажи опасны. В любой момент они могут напасть и исцарапать своими острыми когтями. Демоны Довейра – разновидность рейков, обитающих вблизи одноименного города штата Массачусетс в США. У этих существ есть отличительные особенности. Их кожа имеет бежевый или слегка розовый оттенок. На шее у них присутствует огромный горловой мешок. Голова у таких рейков очень большая, а глаза светятся в темноте. Огромный мешок на шее похож на тот, который есть у обезьян-ревунов. Когда этих существ впервые обнаружили в штате Массачусетс, журналисты даже предположили, что это видоизмененные обезьяны. Люди подумали, что обезьяны мутировали под воздействием вредных производств, выделяющих газообразные отходы в воздух. Происхождение рейков до сих пор является объектом споров. Уфологи настаивают на их внеземном появлении. Они считают, что причиной их возникновения стали какие-то загадочные обстоятельства, которые сложно объяснить. Криптозоологи придерживаются более реалистичной версии. Они утверждают, что рейки – это одичавшие люди, воспитанные дикими зверями. Многие современные люди отказываются верить в то, что человек-грабли существует. Современные скептики считают, что новые технологии позволяют создать любое изображение,
а видео можно смонтировать. Прямых доказательств встреч с Рейком до сих пор не представлено. При этом есть немало косвенных признаков их существования, к числу которых относят многочисленные рассказы очевидцев. В настоящее время в интернете появилось немало тематических сообществ, посвященных необъяснимому и загадочному. Люди обмениваются информацией, рассказывают о своих встречах с человекоподобными существами, делятся фотоматериалами с места событий. Наиболее увлеченные даже начали создавать группы, специализирующиеся на поисках рейков. Эти люди называют себя сталкерами. Они специально могут посещать места, где могут обитать загадочные существа, провоцируют их на встречу, чтобы зафиксировать все на камеру. Интерес к данной теме в последние годы все растет. И благодаря тематическим сайтам и сообществам каждый желающий может изучить информацию, познакомиться с историями очевидцев, а затем решить для себя, стоит ли верить в существование рейков.